Вы на канале «Это вкусно». В этом видео классика пасхальной выпечки. Рецепт воздушного и нежного сдобного теста на желтках. Этот проверенный временем рецепт отличается простотой приготовления и актуален и по сей день. Из такого теста получается невесомая, пористая и ароматная паска красивого желтого цвета и потрясающего вкуса. Список всех ингредиентов вы найдете в конце видео, а я начну готовить. В тесто я буду добавлять лимонную цедру. Лимон предварительно помыла и обдала кипятком. Натираю цедру на мелкой терке. По рецепту в тесто добавляется изюм, но я добавлю еще и сушеную клюкву. А чтобы усилить аромат лимона, я выдавлю сок лимона и залью им сухофрукты. А еще у меня остался ром, которым я заливала цукаты для шоколадного панеттоне. Его тоже добавлю. Рецепт шоколадного панеттоне можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу или по ссылке в описании под этим видео. Начинаем приготовление с опары. В миску выливаю теплое молоко, крошу дрожжи, они у меня живые, прессованные. Если используете сухие, то берите в 3 раза меньше. Добавляю столовую ложку сахара и 3 столовые ложки муки из общего количества. Все хорошо перемешиваю. Накрываю пленкой и ставлю подходить в выключенную духовку. Через 20 минут моя опара подошла. Увеличилась в объеме и образовалась так называемая шапочка. Готовим тесто. В дежу миксера отправляю желтки, вливаю ванильный экстракт, всыпаю оставшийся сахар и добавляю соль. Венчиком на средней скорости перемешиваю все до объединения ингредиентов. Долго взбивать ничего не нужно. Отправляю туда же лимонную цедру. Вливаю подошедшую опару и перемешиваю лопаточкой. Конечно же, это тесто можно замесить вручную, но я использую комбайн в целях экономии времени. В 2 приема ввожу муку и вымешиваю тесто насадкой крюк. Вымешиваю около 10 минут, пока тесто не начнет отделяться от стенок чаши. После чего добавляю растопленное сливочное масло. Оно должно быть комнатной температуры. И еще вымешиваю. После того, как масло вмешалось, тесто стало уже такое эластичное, гладкое. Оно совсем немного липнет к рукам, но это нормально. Пока тесто вымешивалось, я слила лишнюю жидкость сухофруктов, немного просушила их салфеткой. Всыпаю ложку муки и обваливаю их, чтобы они не слиплись в тесте. Отправляю их в тесто и последний раз минут 5 перемешиваю, чтобы сухофрукты хорошо распределились. Переложу тесто на стол и несколько раз делаю складывание. Если тесто совсем немного липнет, то просто смажьте руки растительным маслом. Миску также смазываю растительным маслом, укладываю тесто и отправляю его на расстойку в духовку. Духовку не разогревайте, просто включите лампочку. Тесто подходит 1,5–2 часа, но ориентируйтесь не на время, а на тесто. Оно должно увеличиться в объеме в 2–3 раза. После того, как тесто подошло, его нужно еще раз обмять и снова отправить на расстойку. Дать ему еще раз подойти.
Выпекать пасочки я буду в бумажных формах диаметром 13 см и высотой 8 см. Формы бумажные, поэтому я в середине прокладываю их пергаментом. Таким образом бумага к тесту не прилипнет и у готовой выпечки будет красивый вид. Мое тесто подошло второй раз. Выкладываю его на стол и делю на 3 равные части. Получается по 420 граммов. Растягиваю заготовку, складываю. Округляю и кладу в форму. Убираю формы на расстойку в выключенную духовку с включенной лампочкой. После того, как пасочки подошли, аккуратно вынимаю их из духовки и включаю ее на разогрев. Режим верхний и нижний нагрев 180 градусов. Перед выпечкой такие паски смазывали яйцом для блеска. Тогда глазурью можно было уже не украшать. У меня же будет глазурь, поэтому я шапочки не смазываю. Когда духовка нагрелась, отправляю паски выпекаться. Первые 10 минут пеку при 180 градусах, затем температуру уменьшаю до 160 градусов и пеку еще 25-35 минут в зависимости от размера формы. Если во время выпечки шапочки начинают очень быстро зарумяниваться, то накройте их мокрым пергаментом. Моя пасхальная выпечка готова. Готовность ее проверяйте шпажкой. Даю паскам полностью остыть и затем достаю из формы. Они очень легкие, просто невесомые. Можно украшать. У меня остались белки. Я приготовлю глазурь на итальянской меренге. Это отличный вариант для тех, кто боится использовать сырые белки в глазури. Белки вливаю в дежу миксера, добавляю чайную ложку лимонного сока и начинаю взбивать на небольшой скорости. Параллельно на плиту ставлю варить сироп. В воду добавляю сахар. На средней мощности плиты увариваю его. Опускаю щуп от термометра и жду, пока температура сиропа достигнет 118 градусов. Если при этом ваши белки почти взбились, то чтобы их не перевзбить, можете ненадолго остановить миксер. Когда температура сиропа приблизится до нужной, снова включите миксер и продолжите взбивать. Температура сиропа достигла 118 градусов и белки тоже взбились в плотную пену. Аккуратно, не выключая миксера, вливаю сироп тонкой струйкой по стенкам чаши, чтобы сироп не попадал на венчик и не разбрызгивался по деже. Взбиваю меренгу до плотных устойчивых пик. Вот что должно получиться. Это и есть самый настоящий белковый крем. Смазываю им поверхность пасочки. Я делаю довольно толстый слой. Поверхность при этом не заглаживаю, потому что дальше у меня будет идти украшение. Я взяла листы вафельной бумаги, нарезаю ножницами полоски шириной около 2 см. Слегка смачиваю один край полоски водой. Я не использую кисточки, чтобы не было лишней воды, а аккуратно пальчиком прохожу по краю, чтобы бумага немного смягчилась и легко сворачивалась. Укладываю ее произвольными волнами и утапливаю в глазури. Узор делайте какой хотите. Такую бумагу свободно можно купить в любом магазине для кондитеров. Я использую для украшения ультратонкую вафельную бумагу. Если вам интересны разные варианты украшения пасхальной выпечки, а также разные рецепты глазури, то пишите в комментариях, и я сделаю подборку всех своих вариантов для вас. Вот что у меня получилось.
И последний штрих – это сахарные серебряные шарики. Их раскладываю пинцетом. Вот такая красота получилась. Если у вас осталась меренга, то ее можно запечь. Получаются отличные безе. А если сделать их маленькими, то вполне можно использовать как украшение для пасхальной выпечки. После того, как глазурь подсохнет, можно разрезать и пробовать. Вот такая паска внутри. Пористая, легкая, невесомая, красивого желтого цвета, ароматная и вкусная. Она в меру сладкая, но на мой вкус это хорошо. Если вы любите очень сладкую пасхальную выпечку, то добавьте чуть больше сахара. Для ее приготовления мне понадобилось 200 граммов молока, 30 граммов свежих дрожжей, 150-170 граммов сахара, 5 желтков, 500 граммов муки, 100 граммов растопленного сливочного масла, 2 чайные ложки ванильного экстракта, цедра 1 лимона, 120 граммов изюма и клюквы. Для глазури 50 граммов белка, 50 граммов воды, 100 граммов сахара, 1 чайная ложка лимонного сока. Готовьте с любовью, и пусть ваш дом будет наполнен ароматом свежей пасхальной выпечки. Еще больше вариантов пасхальной выпечки смотрите в этом плейлисте. Там есть чем поживиться. Вдохновляйтесь моими идеями. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Это вкусно!